Привет! Сегодня у меня на обзоре очередная новинка от уже самостоятельного бренда Redmi и их первые беспроводные наушники-вкладыши в линейке TVS. Разумеется, речь пойдет о Redmi Buds 3. Как ты прекрасно помнишь, до этого они нас радовали только своими внутриканалками. Но как же у них вышло совладать с другим форм-фактором, сейчас я тебе расскажу в течение нескольких минут. Кейсы-наушники выполнены из белого глянца и собраны весьма качественно. Есть стойкое ощущение того, что и на этот раз данную модель для них делали ZMI. Материал, форма и элементы дизайна на наушниках отдаленно напоминают модель PurePods, но возможно я ошибаюсь, утверждать здесь не буду. Зарядный кейс квадратный, небольших размеров, с классическим открытием крышки и подключением наушников к смартфону по данному действию. Спереди расположена круглая кнопка активации и сброса наушников до заводских настроек, а аккуратно над ней поместили крохотный индикатор состояния. Разъем для зарядки находится в нижнем торце корпуса. Сами наушники имеют довольно классическую форму и стандартную по размерам чашу звуковода, а вот ножка тут толстоватая. Конечно же, это не огромные палки, как у Mi Air 2 SE, но и до классических AirPods им далеко. Из примечательных конструктивных особенностей мне бы хотелось выделить сетку звуковода. Она здесь не тканевая и как бы даже не сетка. Это больше напоминает некую пластину с перфорацией. Такое я встречал на звуководах внутриканальных наушников, но на вкладышах вижу впервые. Теперь можно точно не бояться, что сетка когда-нибудь отклеится. По крайней мере, на вид это выглядит надежно. В целом, как я уже успел отметить, сборка качественная. Детальки подогнаны хорошо. Для полноценной работы наушников и Redmi Buds 3 необходимо скачать и установить специальную программу. В силу того, что у меня на руках китайская версия, то и приложение для них полностью на китайском. Это небезызвестная Xiaomi AI Lite. К слову сказать, через пару дней после того, как я начал тест этих наушников, на них прилетело обновление. Устанавливать его нужно, поместив наушники в кейс с открытой крышкой, а сам процесс необходимо запустить непосредственно из приложения. И скажу сразу, это не единственное, для чего тебе понадобится эта программа. Если в случае с какими-то моделями наушников от Xiaomi ранее я говорил, что данное приложение в целом практически бесполезно, то для Redmi Buds 3 тут имеется несколько полезных функций. Во-первых, это, разумеется, настройка жестов. Как ни странно, эти относительно бюджетные наушники имеют полноценное управление функциями мультимедиа. Для этих целей здесь доступно 3 жеста: двойное и тройное касание по сенсору, а также удержание пальца в сенсорной области в течение 1,5 секунд. Признаюсь, сама кастомизация здесь немного непривычна, но в целом наличие возможности управлять всем не может не радовать. Еще бы в свои флагманы они такое добавляли, и было бы совсем чудесно. Так, стоп. Самый внимательный зритель уже заметил, что в самом начале ролика я показывал приложение на русском языке, а сейчас рассказываю про какое-то китайское. Дело все в том, что, как оказалось, есть просто превосходное русское авторское приложение с поддержкой этих наушников. Да тут на самом деле не только Redmi Buds 3, здесь у нас имеется и Xiaomi Flip Buds, и Redmi Buds 3 Pro, и что характерно, здесь уже готова поддержка новых Xiaomi AirBuds 3 Pro, которые только-только вышли в продажу. И вот за данный, не побоюсь этого слова, шедевр, лично от меня особая благодарность автору данной программы, Андрею Жуковскому. Здесь мне хотелось бы еще добавить, что данная программа помимо русского поддерживает и несколько других языков. Но что самое главное, внутри сосредоточены основные самые необходимые опции, что есть в официальном китайском приложении. А вот все, что наш регион особо не затрагивает и касается только Китая, отсюда убрано. Плюс сам по себе интерфейс переработан и очень прост в восприятии. В общем и целом теперь можно не запариваться с переводчиком, настраивать и пользоваться наушниками на русском языке. И на самом деле это просто нереально круто. Но даже это не все. Приложение имеет еще одно неоспоримое преимущество. В панели уведомлений можно вывести статус заряда как кейса, так и каждого из наушников и всегда быть в курсе остатка энергии. Ну а само приложение называется Mi Buds M8, и в отличие от Xiaomi AI его можно скачать прямо из Play Market. Я очень надеюсь, что его поддержка продолжится и модельный ряд будет только расти. Ну а теперь, после такой прекрасной и замечательной новости, давай вернемся к сегодняшним Redmi Buds 3. Итак, в силу некоторых софтверных ограничений я свою гарнитуру настроил вот так. Двойной и тройной этапы по правому наушнику позволяют переключать треки вперед и назад, а те же действия по левому отвечают за управление громкостью в плюс или минус. Поставить трек на паузу или возобновить прослушивание можно, удерживая палец на сенсоре любого из наушников. Но также на это действие доступен и вызов ассистента, если вдруг ты этим пользуешься.
Помимо всего прочего, наушники оснащены датчиками автопаузы. Они работают в обе стороны, и работу этих самых сенсоров можно отключить из самого приложения. Следующая для кого-то возможно полезная штука, которая есть в программе, это поиск наушников. Запускается она в зависимости от того, какой из них потерян, либо сигнал подается сразу на оба. Еще одна довольно полезная опция, которая доступна здесь для активации, это автоответ на вызов при изъятии наушников из кейса. Да, именно такое мы уже встречали в наушниках от Realme. Ну а что же касается звуковых особенностей, то никаких специальных музыкальных пресетов, а также встроенного эквалайзера в обоих приложениях нет. Да и вообще так уж вышло, что лично мне эти вкладыши сели плохо. По всей видимости, из-за строения моей ушной раковины и самой формы наушников, только вот в таком положении я услышал в них хороший бас и всю гармонию частотной картины. Да, ходить в них так я определенно не собираюсь, но о звуке придется рассказывать именно в таком виде. И вот сейчас прозвучит очень важное уточнение. Лишь только в том случае, если наушники тебе сядут идеально, ты услышишь из них очень хорошее звучание. И глубокий бас, и объем на средних, и даже хорошие четкие верхушки. Все это находится в превосходном балансе. Ничего из этого не выпирает по частотам и не превращается в кашу, даже при прослушивании музыки на максималках. За техническую составляющую здесь отвечают 12-мм динамические излучатели, а обработку обеспечивает чип Qualcomm QCC3040 посредством аудиокодека aptX Adaptive. Примечательно, что кроме Adaptive обычного aptX в наушниках нет, ровно как и нет кодека AAC. Так что брать эти наушники для iPhone я бы точно не стал. Для выбора тебе дают либо HD качество по Adaptive, либо качество похуже за счет SBC. По этой же самой причине со смартфоном Realme Narza 30 5G на МТК-шном процессоре наушники работают только по кодеку SBC. Таким образом, для смартфонов без квалкомовского процессора данные наушники также не имеет смысла покупать. Как я уже успел отметить, максимальной громкости тут хватает, но опять же при условии, что наушники сядут хорошо. В своем тесте автономности на 100% громкости я получил результат в 4 часа и 26 минут в стереорежиме. После данной отметки остался играть только один наушник с 7% заряда. Ну а теперь я предлагаю тебе посмотреть и послушать тест работы микрофонов. Проверяем работу микрофонов в новых наушниках Redmi Buds 3. Это наушники-вкладыши. Вот таким образом звучат в них микрофоны в закрытой машине. Я сейчас по традиции открываю окна с двух сторон. И сюда порывами задувает ветер, плюс шум от дороги, шум от проезжающих мимо машин. Ну и вот так у тебя примерно будет слышен собеседник, если ты будешь с ним разговаривать по вот этим самым наушникам, проветриваясь в автомобиле с открытыми окнами. Ну и разумеется, второй тест с печкой. Я сейчас выкручиваю ее на максимум. Она потихонечку набирает обороты, и уже буквально через 5-6 секунд в салоне будет стоять искусственно уже такой очень-очень сильный шум. Вот такой вот фрагмент шума я тебе уже вставил, чтобы ты послушал, в каких условиях данный тест производится. Ну и, собственно, как-то так тебя будет слышать собеседник, если, допустим, зимой ты будешь обогреваться печкой на полных, какой-нибудь сильный мороз, и с кем-то захочешь поговорить по вот этим вот наушникам. Но вот так звучат микрофоны в наушниках Redmi Buds 3. Я нахожусь сейчас в торговом центре. Здесь есть гул, да, как обычно, торговым центром присущий. В принципе, куча народу. Можно видеть, что народу много. Все что-то говорят. Ну и такой вот, как я уже сказал, некий гул присутствует. Ну вот еще один тест работы микрофонов в наушниках Redmi Buds 3. Я сейчас нахожусь на проспекте Мира. Это очень-очень сильно шумная локация. Я уже неоднократно говорил в своих видеороликах о том, что этот тест проходит далеко не все наушники. И тем не менее, вот так тебя будет слышать собеседник, если ты будешь с ним разговаривать при таких условиях по вот этим вот наушникам. Специального игрового режима в наушниках нет. Оттого в своем тесте в популярных шутерах PUBG Mobile и Call of Duty Mobile я получил довольно стандартный расклад по задержкам в интервале от 200 до 280 миллисекунд. Ну а в приложении YouTube при просмотре роликов отставание звука от видео на слух незаметно. Наушники стабильно работают с моим основным смартфоном OnePlus Nord CE с модулем Bluetooth 5.1 на борту, в то время как в них самих установлен более современный передатчик версии 5.2. С заявленным расстоянием в 10 метров от источника наушники справляются, в дачном доме пару стен и перекрытие второго этажа для них также не является преградой, сигнал устойчивый. Ну и подводя некий итог по данной модели, если честно, мысли у меня неоднозначные. С
со стороны управления, сборки и работы устройства в целом мне все нравится. Продукт получился хорошим и годным. Но вот посадка, которая далеко не всем подойдет, и в особенности скудный набор кодеков, сделает данные наушники неудобными для многих пользователей. И вот в очередной раз я задаюсь вопросом, почему бы не повернуть звуковод немного вниз, так как это сделали когда-то Soundpeats в своей модели True Air 2 и во всех последующих. Как по мне, такой расклад обеспечивает более интересное звучание, и это факт, который подтверждается очень многими, кто купил эти наушники и кому не подошло классическое горизонтальное положение звуководов. Что же, возможно, у Ugreen этого получилось добиться в своей новинке HiTune H3. Эти наушники я недавно заказал, и как только они приедут, я обязательно расскажу, как там обстоят дела. Так что подписывайся на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. И конечно же, спасибо тебе за просмотр этого. Скоро увидимся. Пока-пока.